Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Там меня просили показать обрезку винограда. Вот я покажу на примере сорта Буффало, который у меня растет. Значит, чем мне подошел этот виноград, чем мне он нравится. Значит, сорт неприхотливый, сорт сильно рослый, неукрывной. Сорт этот универсальный, то есть удовлетворительного качества, скажем так, ягоды. Вот. Это не столовый виноград, но все же достаточно вкусный. Вот. И также использую я его на сок и вино. Значит, формировка этого винограда, я поддерживаю формировку одноплечий горизонтальный кордон. Значит, высокоштамбовая формировка, вот это штамп, идет у нас штамп, который переходит в плечо кордона. И вот это вот все идет, этот горизонтальный кордон. Вот. Такую формировку, в принципе, мне она нравится, эта формировка. Виноград не загущивается, его удобно обслуживать, удобно собирать ягоды. Ну, такая формировка мне нравится. Значит, опять же, этот сорт неприхотливый. У него практически все почки плодоносные, поэтому его можно делать самую короткую обрезку. Весной, когда уже проснутся почки, начнут расти побеги, то вот на штамбе обязательно надо вот эти все почки, которые начнут расти, побеги, все их обламывать, для того, чтобы вот этот штамб был чистый. Теперь, что собой представляет обрезка? Ну, обрезаем все сухие, вот такие сухие все сучки, которые остались. Вот, допустим, такой длинный сучок, вот мы его обрезаем. И оставляем вот лозу, ну, 2, там, 3 почки оставляем. Ну, вот так можно, допустим, оставить. Вот эта лоза, там, пару почек. Вот так можно. Даже это еще длинные. Даже это длинные. Можно еще короче. Но я оставляю как бы с запасом. Для того, чтобы весной, когда уже начнут расти побеги, у нас бывают сильные ветра. Если не успеваешь привязать этот побег, часто ветром его срывает. И если меньше оставить и ветер оторвал, то уже тогда проблема. Или он позже намного, потом еще с какой-то почки выйдет, или уже тут не будет этого побега. Поэтому я чуть-чуть запас, а потом еще прореживаю. Ну, вот как бы вот такая обрезка. Вот видно, что старый сюда не пошел в рост. Вот этот сучок мы обрезаем. Тут то же самое, значит, смотрим. Вот это все можно обрезать. Так, здесь. Ну, вот по пару почек оставляем. Как бы. Вот такая обрезка. Тут пару почек оставили. Все, это все срезали. То есть обрезка делается быстро. Так. Пару почек оставляем и обрезаем. Здесь что? Ну вот такой принцип. В принципе, такой принцип обрезки. Вот сейчас я обрежу и покажу, как будет выглядеть этот виноград после обрезки. Здесь второй куст у нас. Вот так получилось, что я сформировал, вот опять же штамп показываю. Тут получился двухплечий кордон. Вот одно плечо у нас пошло, вот здесь закончилось. И вот пошло второе плечо. Вот идет сюда и здесь заканчивается. То есть вот эта формировка получается двухплечий горизонтальный кордон. Вот. Ну, опять же покажу здесь. Допустим, вот здесь вот такая картина. Опять же кусочек этот обрезаем и оставляем вот пару почек. Все. Вот оставили, остальное обрезали. Опять 2 почки оставили, остальное обрезали. Здесь старая почка, старый сучок, мы его обрезаем сухой. Здесь то же самое, вот старый сучок сухой обрезаем. Ну, здесь очень слабая лоза. Ну, будет что-то из нее, не будет, скорее всего, ничего не будет. Ну, опять же, на пару почек оставим, отрежем, и, скорее всего, что отсюда пойдут лозы плодоносящие. Вот я провел обрезку винограда, и вот так вот теперь этот виноград выглядит после обрезки.
еще раз говорю, я сучки замещения не оставляю. Прошлогодние лозы обрезаю на 2-3 глазка. Вот, и такую обрезку этот виноград вполне нормально переносит, как бы. Вот. Ну, вот так вот выглядит. То есть жалеть тут не надо. Лучше покороче обрезать, потому что здесь достаточно плодоносных почек выйдет. Вот. И еще их придется прореживать. И вот так второй куст винограда. Вот так выглядит резко. Ну и сейчас перейдем еще один куст. Я покажу формировку и обрезку. Вот этот куст, это тоже виноград Buffalo сорт. Здесь что получается? Здесь 3 штампа у меня выходит. От корня выходит 3 штампа. То есть получается многоштамповый, а именно 3-штамповый. То же самое горизонтальный кордон. Вот смотрим, берем один штамп. Вот здесь он переходит в кордон. И вот получается плечо кордона. Вот оно. Вот оно одно плечо кордона. Здесь заканчивается. Вот второй штамп. Вот он заканчивается здесь. Переходит в кордон. Вот пошло плечо кордона. Ну там где-то заканчивается. И третий. Вот третий. Вот штамп переходит в кордон и там заканчивается. Ну, видно, здесь много лоз. Это все, конечно, летом оно очень сильно загущивается. Виноград сильно рослый, еще раз говорю. Вот один нюанс сразу расскажу. Значит, там, где штамп переходит в кордон, на месте изгиба нельзя оставлять побеги на плодоношение. Ни в коем случае. Сантиметров 30, а то и до полуметра желательно здесь все побеги обламывать. Ну и на самом штампе. Для чего это? Если оставить где-то здесь на изгибе хоть одну почку и пойдет побег, то вот этот побег будет очень сильно рослый. И практически весь сок будет уходить сюда, а на кордон уже сока будет идти меньше. Вот. То есть для того, чтобы хорошо развивался кордон, здесь вот это место изгиба, после изгиба не менее 30 сантиметров надо все почки удалять. Ну и сейчас я начну обрезку. Обрезка такая же, короткая обрезка. Вот, допустим, идет здесь 3 лозы. Вот прошлогодний сучок сухой. Это еще даже позапрошлогодний. Вот мы его сразу обрезаем. То есть все сухие, все такие сучки. Вот. Ну, а прошлогодние лозы я просто вот 2 почки оставляю. Вот, дальше обрезаю. То же самое, вот пару почек оставляю. Дальше обрезаю. Вот здесь можно тоже пару почек оставить, все, обрезать. И так весь виноград дальше. 2 почки, даже это еще и много. Но я оставляю, еще раз говорю, с запасом, потому что пойдет расти виноград. И часто ветра бывает, что обламывают зеленые побеги. Поэтому, ну, хоть что-то тогда останется. А сейчас посмотрим, как наш виноград выглядит после обрезки. Ну, вот один штамп. Вот он идет. Тут раздваивается. Ну, видно, короткая обрезка. Вот, может, где-то что-то чуть-чуть пропустил. Ну, вот приблизительно так. Вот один кордон. Вот второе плечо кордона. Вот так вот выглядит. Вот оно там заканчивается. Вот. И вот третье плечо у нас. Это третье плечо кордона. Ну, вот приблизительно так каждый год я делаю обрезку. Ну, сейчас посмотрим еще один. Тут виноград вот помоложе. У меня вот этот виноград помоложе. Вот штамп. И тут интересная формировка. Значит, такая формировка, она не совсем естественная для винограда. Почему? Потому что тут получается вот это штамп, и он потихоньку, постепенно переходит в кордон. Ну, кордон такой почти вертикальный, чуть-чуть под наклоном. Чем неестественный, при вертикальной полярности практически все точки роста в конце концов перейдут туда наверх. То есть здесь будет меньше расти виноград и в конце концов перейдет. Но у меня такая задача и стоит. То есть я хочу в конце концов формировку сделать такой же горизонтальный кордон, как там мы ранее смотрели, но он будет идти вот там по балкону. А здесь все точки роста до самого туда балкона я буду убирать. Поэтому что?
Для того, чтобы такую формировку сделать, я вот эти нижние лозы сейчас буду обрезать полностью. То есть здесь я уже оставлять не буду. Вот так, возле самого штамба. Это я все убираю. Вот здесь то же самое. Здесь то же самое. Я буду убирать. Вот. Здесь сухая. Так. Идем дальше. Так. Вот, ну вот здесь тоже, наверное, я несколько лоз тоже уберу полностью. И здесь, когда будут идти, значит, идти побеги вот со спящих почек, то же самое целое лето я их буду убирать. Вот. Ну, а здесь сверху я то же самое там на пару почек буду уже оставлять. Для того, чтобы, ну, какой-то урожай он должен мне все-таки дать. Не все же обрезать мне до конца. Вот. Вот так. То есть здесь я оставляю для плодоношения. Вот так, короткая обрезка. Вот видно, там внизу я все лозы обрезал, оставил тут повыше. И вот одну, ну, более-менее такую помощнее оставил для того, чтобы сформировать такой же. Здесь вот он идет горизонтальный кордон. Конечно, она не очень, она слабенькая, но как бы мне главное, чтобы на следующий год здесь я сформировал кордон. И потом те все лозы я обрежу, и плодоношение будет только вот здесь наверху. А это все будет такой штамп у меня. Такой длинный штамп. Вот так выглядит продукция с нашего винограда. Я вот для сравнения взял с двух сортов винограда. Вот это сорта Лидия. Самый такой неприхотливый, самый распространенный сорт Лидия. Вот, а вот это с нашего винограда Буффало. Вот видно по цвету, какая разница, насколько он темнее. Это сок с винограда Буффало. Ну и еще одно интересное наблюдение мое. Постоянно, когда заканчивается сок, когда мы уже допиваем его, на дне всегда обнаруживаем вот такие ежики. Ну, они могут быть больше, меньше. Вот. Значит, эти ежики, это по-другому название винный камень. Еще его называют винный камень. Это винно-калиевая соль, которая содержится в виноградном соке. И она оседает в виде таких кристаллов на дно банки, на дно емкости. Вот. Это говорит о том, что сок этот натуральный, о натуральности сока, что там нету никаких добавок. Вот, чистый натуральный виноградный сок. Ну вот часто мы наблюдаем такие ежики, вот интересные. Вовремя обрезайте свой виноград, ухаживайте за ним и пользуйтесь плодами своего труда.